Итак, всех приветствую. Добро пожаловать на видео. Сегодня у нас 3 марта и подъехало новое обновление для системы хранения. В данном случае оно касается прям глобальных изменений, потому что добавлен новый функционал не только для хранилищ как таковых, которые имеются, но еще и дополнительный, скажем так, функционал в целом для сервера. Итак, самое первое, что я могу сообщить, у нас добавилась новая настройка. В профайлах у нас появилась новая настройка PS Warehouse.json. Это настройка складов. По факту работают они точно так же, как персональное хранилище, да, то есть с прокачкой уровня и так дальше, но они есть независимыми. То есть вы унаследуете класс от Personal Storage, используете этот класс в настройке, да, то есть таким вот образом вы можете здесь добавлять новое хранилище, вот, прописать в Pass Warehouse Storage, указать название и поставить косую линию для того, чтобы у вас в MP-Mission при первом использовании в директории нашей, где у нас сохраняются наши персональные хранилища, в DRL Warehouse Storage сгенерировалась папка, в которой в дальнейшем будут сохраняться данные ваших игроков. То есть таким образом вы можете сделать персоналки, к примеру, в разных точках на карте и дать возможность игрокам не просто, да, там в одной точке положил предметы, в другой точке забрал, а именно, чтобы вот в каждой безопаске было свое доступное хранилище, которое им точно так же придется прокачивать. Потому что здесь у нас точно так же работает прокачка уровней. Вот, вы уже здесь можете самостоятельно настроить на свое усмотрение. Вот, это что касается нового функционала, да, то есть вот, допустим, у нас есть, давайте вот так вот сделаем, откроем у нас персональное хранилище, да, кстати, пофикшено Personal Storage класс, здесь ранее был указан класснейм Personal Storage, и если вы указываете какой-то другой класснейм, то у вас все ломалось. На данный момент это пофикшено, и вы здесь можете любой создать класснейм, унаследовать его от Personal Storage нашего по стандарту, потому что оно и есть у нас персональное хранилище, base класс, скажем так. Вот, унаследовать от него любой объект, дать ему класснейм, прописать его здесь и юзать именно данный класснейм уже в дальнейшем. То есть вот у нас, допустим, персональное хранилище наше, которое сохраняет как раз данные в Personal Storage папке по умолчанию. Вот, мы спавним этот объект. Вот, открываем его. Вот у нас персональное хранилище. Можем посмотреть вот в Personal Storage, что у нас здесь лежит. Как раз у нас, в принципе, плюс-минус совпадает второй уровень и так далее. Вот. Прокачка, все остальное, по сути, также работает, как и работало. То есть это все дело мы не трогали. К остальному моменту мы немножко позже вернемся. Что касается складов, точно так же мы берем класснейм объекта. Я пока не заморачивался с объектами, не портировал новые, просто унаследовал свои объекты. Вот 3-й уровень прокачан, я прокачивал до 3-го уровня. А так как он у нас имеет путь Warehouse Storage, мы заходим в MP-Mission, переходим в Warehouse Storage, и здесь вот у нас создана папка, она генерируется в момент первого юзания. Вот, открываем и видим, здесь лежит красная футболка, у нас 3-й уровень. Вот, точно так же с ним у нас срабатывает прокачка. Вот, допустим, можем взять эпоксидку. Хотя у нас, кстати, во втором хранилище вроде бы была. Так, это нулевая. Благодарю тебя, Дейс. Где она делась? Спавним эпоксидку, забираем, открыть, прокачиваем. Оп, 4-й уровень, есть.
Заходим, открываем, обновляется информация, все, у нас 4 уровень, он у нас качнулся, все, то есть сохраняется информация. Это у нас обратно же персональное хранилище. И третье персональное хранилище, он же склад, это у нас Group Storage. И вы точно так же можете сюда добавлять сколько угодно их, допустим, можете унаследовать объект, дать ему какой-то другой класс name и использовать его для своих группировок, там, не знаю, чтобы они чисто у себя на базе это все дело прокачивали и так дальше. Вот, открываем, у нас 4 уровень, белая футболка и так дальше. То есть вот у нас как раз обратно же смотрим по настройкам. То есть вот это вот вы прописываете самостоятельно. Вы можете его скопировать. Класс name объекта, который вы унаследовали от Personal Storage, сюда прописываете. Здесь указываете там какой-то тест, к примеру, папку. И вот именно такая папка сгенерируется при первом взаимодействии с данным объектом, который вы здесь укажете. Вот, то есть все остальное вы настраиваете как угодно. Вот, эта папка, она как раз у нас генерируется в папке DRL Warehouse Storage здесь вот в списке. Вот, для каждого объекта отдельно. Вот, в данном случае мы используем DRL PS Group Storage. Вот, можем открыть эту папочку, да, вот у нас путь как раз Group Storage. Вот, открыть эту папку, посмотреть файл, вот наши предметы лежат, прокачан до 4 уровня и так далее. То есть, по факту, эти персоналки, почему и назвал склады, потому что, по сути, вы здесь можете создавать их сколько угодно, вот, и использовать уже на свое усмотрение. Далее. По фиксам еще момент. Ранее и по новым настройкам добавлена настройка Ignore Weapon Attachment Slots. Для чего она сделана? Это для того, чтобы можно было игнорировать обвесы у оружия. К примеру, у вас есть, вот, допустим, персоналку возьмем, у нас как раз здесь эта функция включена. У вас есть ствол с обвесами, да, и у нас вот по умолчанию настройка была ранее, что можно уложить предметы с обвесами. Вот, данную настройку я не убираю, то есть по факту она есть, и вывел настройку включить или выключить, положить оружие, ой, точнее, сбился. Вот, чтобы считала обвес его оружия или нет. Вот, в данном случае она у нас как раз включена. Вот, то есть слоты считаться не будут. То есть я бы мог ее по умолчанию включить, чтобы не считал оружие обвеса, но мало ли, может вы где-то захотите, чтобы все-таки обвесы у вас считало. Вот, потому сделано так. Если здесь поставить 0, то получается так, смотрите. Вы, допустим, оружие я могу положить, да, я его ложу, у меня здесь появляется магазин, но ствол считается за 1, то есть таким вот образом. Если, к примеру, я положу его там, где у нас функция Ignore Weapon Attachment Slot на нуле, где у нас такой подходящий, вот, не, здесь у нас вообще по нолям запрещено. Так, вот, к примеру, заспауним ящичек. Это у нас фурнитура. Открываем фурнитуру, ложим, и у нас здесь считается как 2. То есть считается и оружка, и магазин. Вот. Если мы, допустим, заберем его и закинем обратно же, вот, допустим, даже заберем отсюда пару бутылок. Вот, возьмем автомат, закинем, здесь все равно считается как 1, да? То есть вот таким вот образом. То есть вы можете просто включить игнорирование обвесов у определенного хранилища, чтобы оно не подсчитывало слоты дополнительно, не занимало. Вот. Далее.
Что еще по нововведениям? По факту было внесено несколько фиксов, но основная задача как раз стояла это добавить настройку по игнорированию обвесов у оружия, добавить было пофикшено класснейм, восприятие класснейма в данной настройке у персонального хранилища и добавлены склады, то есть возможность создания своего личного склада, который будет генерировать свою папку и таким вот образом как бы создавать какие-то отдельные склады у игроков либо на базе, либо еще где-то. Ну, в принципе, я не особо рекомендовал бы, но вот на точках безопасных, в принципе, или для групп, для группировок, это достаточно неплохая идея, я думаю. В принципе, все в целом. Всем спасибо за внимание. Ссылочка на Discord будет в описании. Всем пока. Обнова сегодня будет выгружена.